Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня у меня в гостях Алия. Алия у нас девушка с четкой позицией касаемо вообще отношений между мужчинами и женщинами. Вот. И могу сразу сказать, что Алия у нас очень уважаемая личность. Она предпочитает масштабных мужчин. Вот. И, в общем-то, что в нашем понимании масштаб, да? Масштаб — это уверенный, обеспеченный, там, чтобы уже имел, так сказать, под собой такое устойчивое поле, жилье, куда пригласить свою женщину, да, там, ну, стандартные базовые такие истории, Амбициозный. амбициозные, там, машина, квартира, хорошая работа, стабильность, успех, амбиции, опять же, и глобальный масштаб и видение наперед. Да, Вот. И сегодня, соответственно, мы будем говорить на эту тему. Вот. Ты готова к вопросам? готова. Волнительно, но я готова. Ну, тогда поехали. А, как ты вообще в целом считаешь, прежде чем зайти в отношения, мужчина должен иметь квартиру? Да. Хорошо. Например, что можешь предложить мужчине ты, если у него их три, к примеру? Мгм. Ну смотри, изначально уже вопрос такой провокационный, да, и мы живем сейчас в таком времени, когда а, не стерлись уже понимание каких-то семейных ценностей. Мне 30 лет, я реально хочу замуж, я реально хочу семью. Но при этом это не говорит о том, что я буду там стоять у плиты и готовить, да. Я также хочу реализовываться, хочу быть интересной, прежде всего для себя, для своего мужчины. Вот. Что я готова? Я могла бы сказать, что я не хочу отвечать на этот вопрос, но я знала, куда я иду. Спасибо. Во-первых, мой мужчина будет со мной спокойный. То есть я хочу масштабного, амбициозного, целеустремленного мужчину, который понимает, чего хочет от жизни, от себя, к чему он идет. Вот, соответственно, что ему не хватает? Ему не хватает, наверное, спокойствия, да, ему не хватает уюта, тепла. Это я готова дать, да. Со мной не надо, мне не надо будет уделять кучу внимания и времени, потому что мне самой есть чем заняться. Как бы я понимаю, что у него есть свои увлечения, у него есть там свои хобби, у него есть свое времяпровождение. И я совершенно адекватно отношусь к этому, потому что я сама такой человек, которому нужно давать свободу, да, для своих интересов, хобби. Вот, соответственно, ему не нужно будет доказывать свою любовь, потому что я уже изначально буду понимать, что если он выбрал меня, а я выбрала его, то я для него лучшая женщина, а он для меня лучший мужчина. Вот, поэтому для него у него не будет, так скажем, ему не нужно будет доказывать любовь, потому что я и так буду знать и видеть, его, так скажем, проявление любви каждый день. То, что он работает, то, что он чего-то добивается, что он делает для семьи. То есть я изначально же выберу такого мужчину, в котором я буду уверена. Вот. Согласен. Да, поэтому он будет свободный то есть свободный в плане того, что, он будет спокойно реализовываться. Я понимаю, то есть я сама человек амбициозный, и я понимаю, насколько важны, как бы в такие моменты важна поддержка, и важно дать, мужчине, человеку, ну, неважно от пола, да, важно каждому человеку, давать понимание, что занимайся своими делами, пофиг, будет там. То есть я готова, на то, чтобы даже если это будет, так скажем, не совсем рентабельно, да. Он имеет право на ошибки, потому что он живой человек. Я не говорю про успешный успех, потому что он мужчина, он живой человек, и он право имеет даже не на ошибки, а на опыт. Вот, я готова с ним быть в разных моментах, не только когда у него все хорошо, а в кризисных моментах, потому что я выбрала своего мужчину, и я в нем уверена. Собственно, вот то, что я ему готова Мгм. дать: любовь, уют, заботу. Мгм. Отлично, Вот. спасибо большое. Мгм. У меня есть одна знакомая, Мгм. которая, в принципе, считает так же. И один человек сказал этой знакомой: Мгм. а почему ты требуешь то, чего сама не имеешь? То есть он ей сказал. Как ты можешь охарактеризовать вот Ну, такой вопрос? я Многие скажу. требуют, как бы, да, там, того, Мгм. того, того, а сами, ну, по сути, я дам только любовь.
Уют, Мгм. спокойствие и Но всё. Нужно ли вообще если ты услышала, что я готова дать только любовь, значит, ну, ты меня не слышал и не слушал. Да. Вот. Те люди, которые меня поймут, они уже в определенном уровне сознания, интеллекта, да, они уже понимают, о чем я говорю. Потому что мы работаем в премиум-сегменте, и благодаря данному, как бы, нашей работе я осознала, что очень много мужественных, ответственных мужчин, которые обеспечены. И многие мне гости говорили о том, что Алия, ну, тебе... Вот я им задавала вопрос, а что я должна? Они на меня смотрели большими глазами, в смысле, что ты должна? Мгм. В первую очередь я жена, ну, в вторую очередь я мама. Согласен. Вот, как бы нужно понимать. Я не говорю опять-таки о том, что я готова уйти в полностью быт, потому что я хочу реализовываться как личность. Но как жена и как мама я буду хорошей. И это не и мужчины, которые обеспечены, реализованы и тому подобное, им не нужна женщина, которая будет стоять у плиты 24/7. Им это в целом не нужно, потому что все для этого есть. Согласен. Вот. Ну вот именно это не к тебе даже сейчас был Мгм. вопрос, а вот вопрос к той, подруге знакомой, которые ей Ну, сказали, типа, нужно ли тебе соответствовать по рангу, то есть тоже иметь квартиру, машину, прежде чем искать такого же по социальному статусу человека. я считаю, нет. Вот, это было, да, вот как Я считаю, раз. нет. Мгм. Разница в чем между мужчиной и женщиной? В том, что женщина, они по природе сильнее. Тут даже мы не будем говорить о... Это не о это не о Мгм. физическом идет речь, а это идет о энергетическом. Мужчина — это про материальное. Вот он, все, это материя, он создает. Женщина — это все таки про такое внутреннее. И, она как бы может из себя внутри создавать все это. То есть она подумает, это все реализуется. Мы не говорим сейчас про то, что там какое-то там про какую-то магию или еще что-то, про Мгм. эзотерику, но в целом я говорю, да, Да. что, все энергия, и эту энергию нельзя отрицать. И я даже по себе скажу, по своему опыту, что когда мужчина находился со мной в отношениях, Мгм. да, они вырастали в доходе. И последний мой кейс, так скажем, мужчина, находясь на одной и той же работе, делая одно и то же, за там 4-5 месяцев, знаешь, сколько раз вырос? Сколько? 2,5 раза. Потрясающе. При этом он этого не хотел, понимаешь? Он этого не хотел. То есть, ну, как бы нужно еще четко понимать, хочет мужчина быть богатым, успешным, да, или ему и так все заебись, Мгм. извините за выражение. Мгм. Вот. Просто у меня были определенные хотелки, я тогда занималась своим проектом, я сама тогда зарабатывала, но для меня, то есть я энергетически сильнее, и как бы вот за счет того, что мы были вместе, он говорил о том, что он там, у него какие-то есть цели и тому подобное, и он вырос 2,5 раза, при этом не хотя, понимаешь? Мгм. Вот. А когда мужчина реально хочет, и если он находится с той женщиной, которая реально нужна, своей женщиной, то у него все пойдет так, как Мгм. нужно. Вот, Мгм. поэтому разница между мужчинами и женщинами есть. То, что Мгм. мужчина все-таки он материальный, да, женщина такая более чувственная, эмоциональная, она про уют, про ну, про семью, про детей. Но опять-таки я не говорю, что все, если женщина хочет реализовываться, ей нужно от этого отказываться. Нет, она также может совмещать это, если, ну, она найдет своего мужчину. Если у нее будет возможность. Но опять-таки, женщины, дорогие девушки, нужно адекватно оценивать возможности своего мужчины. И не ему предъявлять о том, что он какой-то не такой, а ты выбрала такого мужчину, и ты изначально сама себе лгала. То есть, если Вася Пупкин зарабатывает 50К, да, а ты просишь у него iPhone, и в целом как бы ему это все не надо, то вопрос не к нему, а вопрос к тебе. Вот. Понял. Следующий тогда вопрос. Ты считаешь свои ожидания адекватными по отношению к своей реальной ценности на рынке взаимоотношений между мужчинами и женщинами? Ну, я считаю, что это в целом не то, что это адекватно, это элементарно. Это как пойти поесть. Понимаешь? Здесь нет понимания, хорошо или плохо, подходит, не подходит. Тут есть определенное понимание того, что я хочу встретить мужчину, который будет со мной, с такими же ценностями, с такими же то есть видением, да, жить. Мгм. Он живет с таким же восприятием мира, То есть понимаешь? смотреть в одну сторону. В одну сторону, да. Поддерживаю, И полностью поэтому, поддерживаю. а,
такой, конечно, вопрос неуместный, но при этом всем я Согласен. считаю, что если я родилась, если я пришла в этот мир, и мои вот эти ощущения, они были с самого детства, когда не было ни Инстаграма, когда не было этих патриков, когда не было ничего абсолютно, у меня было внутреннее понимание, как я хочу жить. Мгм. Понимаешь? И Понимаю. благодаря этому я нахожусь сейчас в Москве. Благодаря этому я сама себе оплатила обучение, получила образование и много чего добилась в этой жизни. Вот. Были также и падения, также были и взлеты, и поэтому я своего мужчину буду прекрасно понимать, потому что я понимаю прекрасно, как быть вот на вершине, а потом остаться в минусе, в долгах, непонятно как, и когда тебе даже элементарно нет нечего есть, потому что, ну, вот такая жизнь, вот так вот бывает. Ответила на вопрос? Да, 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 спасибо. М. А сейчас будет достаточно острый Мгм. вопросик. Будь, пожалуйста, готова к нему. Вот смотри, тебе 30 лет, Да, ты не замужем, да, и не была замужем. нет. Мгм. А вот скажи мне, пожалуйста, это твой выбор до сих пор или просто пока, возможно, ты или тебя не выбрали? Скажу так, я уже могла быть достаточно раз замужем. В этом году я тоже должна была выйти замуж, Да, я но понял. я сделала выбор в свою сторону, потому что я поняла, что у меня есть определенное видение, как я хочу жить, какую семью я хочу, какого я хочу мужа и отцов Мгм. своих детей. Я искренне свято убеждена в то, что какого отца выберу для детей, это только моя ответственность. Поэтому не то, что... То есть у меня, знаешь, как происходит? А, Со мной недели 2 пообщаются, недели 2 и сразу говорят: "Всё, выходи за меня замуж". да У меня ладно. постоянно так бывает, да. То есть у меня нет Они не такой, оценивают вообще ничего, просто сразу: "Ты мне нравишься, давай замуж", да? ну, просто потому, видимо, как я общаюсь, по М, моим ценностям, по моему мгм, видению, мужчина понимает, что я буду хорошей женой, наверное, хорошей мамой. Я не могу сказать, я не лезла в голову, я не спрашивала: "А почему ты так решил?" мгм, Просто я знаю, что все, мужчина, общаясь со мной, он сразу принимает решение, он сразу видит то, что я жена его будущая. мгм, мгм, Вот. И, собственно, я делаю выбор, что я пока не встретила того самого, в ком я буду уверена и от кого я захочу детей. мгм. Вот. Понял, Мгм. отлично, отлично. Слушай, мне нравится твоя позиция, очень достойно. Спасибо. Ам, если мужчина без денег, он потянет тебя? Ну, в целом, вот смотри, ты знакомишься с парнем. Мгм. Ну, обычный паренек, там, ну, Нет, 200К. Как нет, ты считаешь, потянет, не нет, потянет тебя? нет. Я его тупо не захочу. Вот понимаешь, вот ты сейчас везде делаешь акцент на деньги, но ты Мгм. не понимаешь, в чем суть. Здесь в плане мышления, в Согласен. плане того, насколько человек на другом уровне, понимаешь? Например, я тебе приведу сейчас пример. М, Как бы я хочу своим мужчиной восхищаться, я хочу своим мужчиной гордиться, и я хочу, ну, то есть я хочу служить ему, понимаешь? Понимаю. Когда мужчина живет в нужде, когда у него все плохие, у него ничего не получается, но при этом, ну, при этом я осознаю, что дело не в нем. Дело не в мире, а дело именно в нем. Мгм. Потому что, слушая таких парней, да, благо в моем окружении таких парней реально очень мало, вот, я понимаю, что не готова взять ответственность. Если то есть до отношений со мной у мужчины стабильно хреново, значит, ему все окей. От того, что я появлюсь в его жизни, ничего не изменится. Просто буду я, который будет ебашить, да, ради себя, ради семьи, ради общего блага, ребенка и тому подобное. И ничего не изменится, понимаешь? И я его Мгм. морально, физически, ну не физически, а энергетически сожру. То есть я уже в том состоянии, в том возрасте, когда я уже смотрю, да, и понимаю, что нет, слушай, я тебя не буду хотеть, я не смогу быть уверенным в себе, мне не будет с тобой безопасно, я не захочу от тебя детей, понимаешь? И поэтому, ну, здесь глобально, то есть здесь вопрос не в том, чтобы сколько он зарабатывает, а в том, что в его мышлении, в его отношениях к жизни, если он допустил, что у него реально все херово и стабильно хорошо, значит, ему это нравится. Все. От того, что я появлюсь в его жизни, ничего не изменится. Только я буду страдать. А мне это надо? Нет. Я как девушка, если мне нужны деньги, если мне нужно что-то, ну, то есть обеспечить свой комфорт,
Ты знаешь, сколько я для этого работаю. Да, я знаю, Ну конечно. вот, Ты очень да, трудоспособная, амбициозная. да. Поэтому как бы здесь, ну, чисто на энергетическом, психологическом уровне он просто, ну, он во мне Он будет, не вывезет. он не вывезет, да. Даже если я не говорить ничего не буду. Я тебе сейчас приведу пример. В последних отношениях, да, мужчина, то есть, ну, в целом, я всегда в отношениях с мужчинами, у которых есть свое дело, Мгм. бизнес, вот. И, соответственно, с последним мужчиной, с которым я общалась, за которого я должна была выйти замуж, ам, он мне сам сказал, что: «Алия, ты работаешь энергиями, они очень сильные, я их не вывожу». Я задаю вопрос своему учителю: что я делаю не так? То есть вот мой мужчина сказал, что энергетически, грубо говоря, я его подавляю. На что мне мой наставник говорит о том, что он просто не готов принять твою силу, понимаешь? То Мгм. есть я его поддерживала, чтобы у него там проект, его бизнес, его, так скажем, ну, процветал, чтобы я молилась реально. Я прям энергию свою посылала, чтобы у него все получилось. А он не был готов, понимаешь? Мгм. Человека, который есть бизнес, который, ну, про изобилие, про рост, про масштабность. Даже Мгм. он не был готов. Энергетически он Да, как бы. да, понимаешь, здесь нужно это тоже учесть. Такой момент, Мгм. но а как же расти вместе? Вот многие, кстати, девчонки, они поддерживают. Это не я говорю Мгм. сейчас. Многие девчонки не против того, чтобы, ну, расти вместе, Слав, сколько добиваться мне лет? вместе. Сколько мне лет? Окей, 30 лет. Ну все, вопрос закрыт. Да. Я этот этап уже проходила. Я уже этап проходила. Если ты, дорогой мой бывший, смотришь это видео, вспомни, с кем ты это проходила и кому сейчас все это досталось. Понял? Единственное, я говорила, что давай, занимайся, я верю в тебя. Я была с ним в самые трудные моменты в жизни. Я от него ничего не требовала, я ничего не получала, никакой помощи. Ну, по бюро никакой финансовой помощи, ничего не было. И через это я проходила. И я сейчас поняла, что я уже на другом уровне. Все, у меня есть понимание, какого мужчину я хочу. И, ну, мне не, ну, как бы, даже если убрать возраст, я просто не хочу. Я себе Мгм. разрешаю, позволяю иметь а, масштабного, красивого, молодого, успешного, реализованного, доброго, амбициозного мужчину. Вот. Потрясающе. Я думаю, все правильно. В принципе, ты имеешь на это полное право. Да. Отлично. Ам, Такой вопрос. Мгм. Если тебе бы Мгм. предложили любовь, Мгм. амбициозность, масштабность, Мгм. то есть чувства, вот эта Мгм. вся искренность, Мгм. но без каких-либо, так скажем, базовых историй в стиле без квартиры там, без машины, без... Готова ли ты строить хотя бы в начале без этого? То есть, ну, если нет квартиры, но человек хороший, амбициозный, масштабный, идет вперед, до Мгм. тебя не было, все стабильно херово, но человек старается, прет как танк, Нет. и он тебе Ага. нравится еще при Ага. этом. Ты помнишь, говорила, что если человек мне нравится, то окей, мы в принципе можем что-то найти. Как Мгм. ты, вот можешь ли ты разрешить и сказать, ну окей, А, ладно, погнали, давай мгм. попробуем. Мгм. Есть такой момент? Или все-таки нахуй Нет, нет, в и пизду? нет, 30 лет не хочу уже нет. время тратить. М. Нет, Ну, это нормально, нет, если так и есть. смотри, вопрос в том, что, я тебе сказала, что у человека есть стабильно все хреново, и Да. было до меня, то значит так и будет. Тем более, если ему там 35, 37, 40 лет, да, ну ничего не изменится. Когда ему 20 лет, 25, окей, ну до 30, окей, до 35, окей. Но что свыше 35 лет, я верю в то, что, дорогие мужчины, я не хочу никак вас обесценивать, никак не хочу повлиять, на то, чтобы, сказать, что вы на что-то не способны. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что обязательно найдется и встретится та женщина, которая скажет: «Да, родной, вообще без проблем, я с тобой навеки и вообще, как бы мне вообще от тя ничего не нужно, давай месяц работать, месяц зарабатывать». Окей. Просто надо трезво, адекватно, осознанно понимать: да, да, нет, нет. Я говорю нет. Поддерживаю. Вот. Поддерживаю, абсолютно. Просто многие, почему у нас такой процент разводов, да, почему вообще проблемы в отношениях, потому что изначально все пытаются какие-то иллюзии
строить какие-то маски, я такой-то, я такая. Нет, вот я такая. Пусть я для кого-то буду меркантильной, но я такая. Вот и все. Сейчас очень интересный вопрос, прям на Да, ходу я его давай. тут Мгм. переформулировал. Что важнее? Ну, давай глобально, не для тебя, ну, ты Мгм. можешь ответить, как и для тебя, или Мгм. глобально. Мгм. Вот все-таки что, быть любимой с человеком там за 2 сотки или быть просто содержимой? Глобально, не тебя сейчас Вот, конкретно имею в виду. да, Вот в общем, вот мгм. или все-таки нахуй вот эту всю суету, Вот но лучше, когда вот все есть, голова не болит об этом, и ты спокойно дальше уже любовь развиваешь. Вот я искренне не понимаю, почему есть разделение. Почему, если деньги, то надо либо выбирать любовь, либо деньги. Я искренне это не понимаю. Почему? Для меня, вот реально, в моем мире, в моей картине мира, если человек реально внутренне гармоничен, изобилен и тому подобное, вот в моей голове реально сейчас не усваивается этот вопрос, и когда я слышу этот вопрос, для меня это просто, ну, какие-то, для меня это что-то сверхъестественное. В смысле, выбирай либо любовь, выбирай либо деньги. Нет, это все вместе. Мгм. Деньги равняются любовь, любовь равняется деньги. То есть не то, что они друг другу равны, а то, что они, ну, грубо говоря, они часть этого, понимаешь? Как Мгм. во мне есть темная сторона, как есть во мне есть светлая сторона. То есть Да, я не могу быть только доброй и хорошей. Во да, мне также может быть злость, обиды и тому подобное. Также да. касаемо духовности. Я не понимаю, как можно разделять духовность и материальность. Мы живем в материальном мире. Ребята, Мгм. очнитесь, проснитесь, блядь. Извините, пожалуйста. Мы Да не живем, извиняйся ты, ради мы бога. реально живем в материальном мире. Ну хватит, хватит свои какие-то неудачи, свое какое-то бездействие оправдывать тем, что вот это хорошо, а это плохо. Да, это вот почему у вас нет денег? Вот, потому что вы себе каждый раз ищете какие-либо оправдания. Потому что вы говорите, это плохо, потому что у вас бессознательно сидят эти программы, в которые вы свято верите. И вот даже ты сейчас, Слав, создал этот подкаст, чтобы найти подтверждение тому, чему-то своему, понимаешь? Да, Но по факту это твои да, убеждения. И они тебе мешают идти в масштаб, в финансовую какую-то да. стабильность и тому подобное. Ты это сам все осознаешь. Да, окей. Ну вот смотри, Да, пример. Есть я. да. Иду такой, вот есть у меня там базис. Снимаю хату, живу в Мгм. Москве. Попить, поесть есть, все Мгм. нормально. Вижу женщину, она мне нравится. У Мгм. нее склад мыслительный, как у тебя, к Мгм. примеру, твои Мгм. ценности, желания, Мгм. видения и так Мгм. далее. Мгм. Она мне нравится, я хочу к ней подкатить. И, например, я наперед уже знаю все то, о чем она Мгм. думает, как думаешь ты. Что мне получается делать? Сказать себе нет, я не достоин? Или Поговорить с ней. Поговорить ну, трезво, получается, я по-взрослому. же не вхожу теперь в рамки, Подожди, условно. ну, подожди, я так. Стабильно все хуёво было до нее. И дальше вот это вот происходит, да, вот эта вот Мгм. попытка пробить бетон, блядь, к золоту. Ну, Мгм. получается, все, я уже проиграл, нахуй, изначально. Ну, смотри, я сейчас говорю от себя, я не говорю за всех женщин. Да, Конкретно я отвечаю то, что я чувствую, то, да, что я думаю, и по большей части на все вопросы, которые я отвечаю, я говорю, как я чувствую. да, Это не голова, это не согласен. логика. Я говорю, как мне безопасно, как мне комфортно, да? Договорились. Вот. И поэтому а, вопрос в том, что тебе просто надо открыто и трезво сказать, вот я такой-то, такой-то, у меня там в ближайшие 5 лет такие-то, такие-то планы. Мгм, Готов ты на это или нет? Если она мгм. говорит нет, значит все. Ну, Не твой понятно. вариант, да. Ну, Зачем тратить свое время, понимаешь? понял. И дело не то, что дело не в тебе, и дело не в ней, просто вы разные люди. И я хочу донести такую мысль, что, ребят, не всем суждено быть богатым, успешным, и нет плохого или хорошего. Я искренне считаю, что нет бедных людей. Я считаю, что если есть семья, мама, папа, да, если есть там братья, сестры, то человек уже богат. Вот Мгм, я искренне в это верю. Я считаю, что нищеброд может быть, если он ментально, если он говнюк какой-то, да, мгм. долбоеб. Ну это реально, это все вот отсюда Красиво. изнутри идет, да. Если он такой, если там внутренне он, ну, вообще плохой человек, то да. Если у него там финансово все нестабильно, я не считаю его бедным. Потому что, ну, у него есть руки, ноги. Он эту ситуацию Мгм, может в любой момент изменить, если захочет. Вот. Поэтому тут нужно, ну, по-взрослому, адекватно и себе вопрос задавать, а нужна ли мне эта женщина? Потому что, находясь с этой женщиной, мне постоянно нужно будет куда-то бежать. А хочу м, ли я это, Слав? Честно себе ответь по-взрослому. А хочу и надо мне это. мгм. Понимаешь? Может быть, ты просто ее хочешь, и все.
Просто Ну, это кстати, да, так просто, чаще и да, бывает. просто это гормоны и все. Господи. И тут надо трезво оценивать всю ситуацию. Может, ты просто хочешь ее и все. Ну Насколько она да. тебе интересна, как бы. А для мужчин, чтобы понять, жена она и будущая или нет, мать своих детей, тоже достаточно мало времени. Вот. Мгм. Ну ты как сам считаешь? А то я говорю, может быть, у тебя есть Ну, свое в мнение на этот целом, счет. вот насчет того, что поговорить, да, я всегда так, то, что нужно карты открыть, сразу скажу, вот я есть это, раз, два, три, типа, что, погнали? Нет? Да, да, нет, нет, все. То есть не должно быть никаких обид там. Ну, смотря Да. на кого попадешь, опять же. То есть у кого-то конкретный запрос, конкретная цель, и Ну, как у тебя. опять-таки, А да. кто-то позволяет, ну, говорит, да, нормально все, что, справимся, Ну вот погнали. и, как и женщинам нужно понимать, выбираете вы Васю Пупкину, который зарабатывает 50 тысяч, да, А почему или сразу Вася Пупкин, ну, это блядь? Он, образно, блядь, это образно такое, да. Либо как бы мужчина другого, да. И даже и мужчине тоже нужно понимать. Вот у нее как бы она зарабатывает определенно, да, она уже привыкла тратить на себя столько, а когда будет декрет, а может быть, и да, когда она выйдет замуж, она вообще не захочет работать. Потянешь ли сто ты? процентов. Пот Тогда Вася Пупкин не справится, Ну очевидно. вот, ну вот, 100%. ну вот. Перейдем к следующему Мгм. вопросу. Скажи, пожалуйста, ты считаешь себя редкой девушкой? Ну, то есть Редкое, уникальный? уникальной, да. Да. Скажи мне, как ты считаешь, какие в тебе уникальнейшие Качество? качества? Да. Я про глубину. То есть что это значит? Это про чувства, про эмоции, про эмпатичность. Да, я знаю четко, что нужно мужчине, благодаря тому, что я работаю с мужчинами давно. Вот. Понимающая, добрая, но при этом с своим стержнем. Могу быть жесткой, когда надо. Могу быть разной. Для своего мужчины я буду всем. Мгм. Вот. Это все как бы все это обсуждается, и я верю в то, что я встречусь с мужчиной, который скажет: "Вау, классно". А я его встречу, скажу: "Вау, классно". Ты хотела бы, чтобы тебя добивались? Смотри, здесь все в рамках разумного. Я хочу, чтобы изначально, когда мужчина познакомился со мной, а я с ним, чтобы он проявлял свои мужские качества. Чтобы я поняла, что реально я могу доверять данному мужчине, могу, восхищаться им. Да, то есть Мгм. это опять-таки про то, как я с ним буду чувствовать, да, и я буду отслеживать именно свои ощущения, а спокойно мне, даже когда мы молчим, как бы насколько мне комфортно, вот, насколько он мне приятен, Мгм. если с ним о чем-либо поговорить. То есть здесь, ну, если я заболела, например, он приедет сам, либо, ну, бывает такое, что я когда болею, да, там меня спрашивают, привезите там лекарства, я понимаю, что я никого не хочу увидеть, но можно же вызвать курьера. Мгм. Понимаешь, вот Мгм. в таких даже мелочах я вижу, вот, кстати, девушки, дорогие мои хорошие, нужно обращать внимание на мелочи. Мелочи, они очень на многое показывают. То есть, безусловно, да. Я не говорю, чтобы добивался, но я хочу, чтобы он показывал, проявлял себя по-мужски, чтобы я реально поняла, что я вот с этим мужчиной хочу строить отношения, семью. Просто там быть в отношениях мне уже не интересно. Поддерживаю. Я сам, кстати, склоняюсь к тому, то, что просто мутки вот эти вот трехлетние, вообще полная чепуха, блядь. Вообще Вот, а зачем это почему все ты так собрались? думаешь? Вот почему так Да потому думаешь? что надо уже серьезно намерения свои понимать, что ты хочешь. Вы либо просто трахаетесь, либо вы серьезно семью строите. Тут есть выбор либо вот эту свою сексуальность проявлять, творчество и в реализацию, ну, либо ебать всех подряд и потом быть опустошенным. Понимаешь? Либо Мгм. у тебя здесь будет успех, деньги и тому подобное, либо ты будешь опустошенным. Выбор за тобой. Окей. А, Скажи, вот Мгм. если ты такая, ну, как бы, по сути, исключительная, имеющая свое мнение, Мгм. четкую Но я не позицию, скажу, что чего я ты хочешь. исключительно. Ну, Просто как это каждый, правильно назвать? ну, каждый человек индивидуальный, понимаешь? В каждом человеке есть. Я не говорю, что я одна такая. Индивидуально. Да, каждый человек по себе уникальный. Ты в чем-то уникальный, я в чем-то уникальный, зритель в чем-то А, уникальный. Да, назовем Да. это уникально. Ага. А вот если ты такая уникальная, скажи, мужчины до сих пор стоят в очереди за тобой, за твоим сердцем, или еще нет?
Ну, определенно есть За твою мужчины. уникальность. Ну, и Есть определенно очередь? есть мужчины, которые хотят со мной отношений, Так. и их достаточно. Но Как я, ты с- выбираешь их, фильтруешь? я Что делаешь? сразу говорю, что еще нет такого мужчины, за которого бы я Мгм. хотела выйти замуж, и Мгм. от которого я хотела бы детей. Мгм. Окей. Как ты относишься к девушкам, которые считают, что мир должен вращаться вокруг их ног? Я считаю, что девочки незрелые, а, как это сказать правильно? М, Такой детская позиция, да, когда... Ну что, нет, давай ты просто конкретно скажи, вот что вращаться вокруг них, что это Мне означает? все должны. Я женщина. Я красивая. Ну, смотрите, отчасти это их выбор, и они имеют право на это. Реально, Мгм. они имеют право, и я знаю таких девочек, и даже в моем окружении есть такие девочки, которые не работают, а у них все есть. Они живут в изобилии, понимаешь? Мгм. Они настолько в этом убеждены, они не видят в этом проблемы, и я искренне за них рада, потому что я так не умею. То есть у меня есть возможность, я знаю, что на меня обращают много классных мужчин, но без чувств я не могу, понимаешь? Мгм. А кто-то как-то умеет. И поэтому, что я считаю, что они имеют право на это, они имеют право. Все, как-то комментировать я не хочу больше. Мгм. Мгм. А как ты относишься к девушкам, которые вот конкретно ищут мужчину с квартирой? Ну, а если, например, у него 2 квартиры, они чё, в 2 раза сильнее полюбят, что ли, или как вообще? Как ты к ним относишься? Вот Я не... есть реально, вот представляешь, есть Мгм, девчонки, я даже с ними общался. мгм, Это госпожи из "Тиндера", мгм. "Твинбай" и так далее, да. А для чего они так ищут таких Да, мужчин? черт их знает. Вот я хотел у Мгм. тебя, как у эксперта, да, Я не эксперт, конечно, я говорю свое мнение, свое как скромное у мнение. уникальной, индивидуальной девушки Но с они тоже, правильным ну мышлением. смотри, Вот но как? Что у них в голове? я не могу сказать, что у них в голове, потому что я не читаю их мыслей, и Отлично. я не могу залезть в голову. Что им движет, наверное, состояние нужды. Вот просто квартира. Прикинь, вот цель, Ну, может если быть, нет квартиры. Или это поиск надежности подожди, какой-то? вот давай с разных сторон рассмотрим, да? Да, Ам, Возможно, это про то, что девушка как-то обожглась, понимаешь? как вариант. Да. Во-вторых, она хочет безопасность, комфорт, и она уже думает о будущем, что она хочет строить с человеком, у которого закрыты базовые потребности, чтобы Мгм, во время беременности она не думала, а как ее муж, либо как она, либо как они вместе заплатят за квартиру. мгм, Потому что, ну, реально, можешь в один день оказаться наверху, на другой день ты можешь быть в долгах, и тебе нечего есть. мгм. Понимаешь? И поэтому то, что она ищет такого мужчину, это тоже ее право. Потому что Да. как бы мы ни отрицали, как бы мужчины не отрицали, в каждой женщине заложен материнский инстинкт. У меня Мгм. еще нет мужа, у меня еще нет парня, у меня нет ребенка, а я уже переживаю своего ребенка. Ты прикинь? Да, это жестко. Да, я уже переживаю за будущее своего ребенка. Мужчины, будьте внимательны. А вот есть условно пара, там Мгм, встречаются 1,5 года, мгм, нормально все, мгм, туда-сюда. Парень заболел, мгм, ну вот, прихворал, под кондиционером продуло. мгм, А он сообщает своей девушке то, что он заболел. мгм, Девушка в течение 2 дней его не навещает, вместо этого выбирает вечером пойти с подругой в рестик, чтобы сделать красивые фоточки. мгм, При этом она, да, она сообщила, что, ну, если что-то срочно, я приеду, помогу, там мгм, лекарства. А, и при этом она говорит: "Я боюсь заразиться. Я к тебе не хочу приехать, потому что я боюсь заразиться, у меня м. слабый иммунитет". Но при этом она каждый день ездит в метро. Метро, ты знаешь, Да, опасная точка, да, там гораздо больше. да. Вот как ты считаешь, такая девушка уважительно относится Нет. к своему парню? В целом она уже, она тебя не воспринимает как своего мужчину, она тебя не воспринимает как парня, у нее нет к тебе уважения, и у нее нет, ну, она выбрала, то есть, понимаешь, отношения это же все-таки про выбор, каждый день выбирать своего человека. То есть, Да. если я остаюсь в отношениях, значит, каждый день я выбираю своего человека. Она тебя в данном моменте не выбрала. Она выбрала подругу, потому что она не заинтересована в ваших отношениях. При этом Мгм. она ему сказала: Мгм. "Заебалась дома сидеть". Ну вот. Но Просто понимаешь, заебалась дома сидеть. когда ты любишь человека, Да. когда ты реально заинтересован в человеке, вовлечен,
ты думаешь, переживаешь, не думаешь, а с кем-то он там общается или еще что-то, ты думаешь, а как он себя чувствует. То есть ты думаешь уже о нем. То Да. есть ты не думаешь, что между вами происходит. Вообще пофиг. Ну вот реально пофиг, посрать вообще. Ты думаешь, блин, я сейчас хочу его навестить, вообще пофиг. Ты не думаешь о себе. Ты думаешь, Мгм. блин, я просто по себе знаю, Да. если я трепетно не отношусь, значит, я не заинтересована. А Мгм. либо я держу то есть себя на дистанции, потому что я понимаю, что это пока не мой мужчина. Я не Мгм. хочу себя так проявлять, потому что пока он не заслужил, пока он Мгм. меня не проявил достойное отношение ко мне, чтобы я захотела быть его женщиной. Но опять-таки, а вы уже 1,5 года вместе, понимаешь? Здесь М. вопрос в другом, что это уже должно быть на автомате, Ну, это не конечно. обговаривается. И еще там у нее было железное алиби, что я М, приеду к тебе и не смогу себя сдержать, я буду с тобой целоваться, обниматься, И не чё? смогу. Но это даст Это возможность все это заразиться всё и отмазки, получить Слав, родной инфекцию. мой, это все отмазки. Да, я прекрасно Да. понимаю. Мне интересно было твое мнение Мгм. просто. Она просто не заинтересована в отношениях. Она, ну, не уважает. Ну, Ну, как абсурд же, это согласись? абсурд. Просто Мгм. абсурд, блядь. Да, Кошмар. согласна. Да. Спасибо. Но ты сделала выводы? Да, я сделал вывод. Больно? Нет, Ну, ты знаешь, абсурдно было и потом больно. Ну, хорошо, а что ты чувствуешь? Тебе больно от этого? Сейчас нет. Тогда да. Было Мгм. прям кошмар. То есть чувство было такое, что тебя Мгм. просто на хую вертели. Ну, надо это принять, понимаешь? Так точно. Как только ты осознаешь то, что тебя не любят, не уважают, не ценят, да, будет больно, но надо это принять, тогда тебя отпустят. Если бы у тебя такая ситуация произошла, как бы ты отреагировала? Я как Да. отреагировала? Я бы просто, я даже не стала ничего объяснять. Всего хорошего, до свидания. Мгм. Я понимаю, что человек не сделал выбор в мою сторону, человек не задумывался, а как я себя чувствую, а все ли хорошо со мной. Даже если я себя хорошо чувствую, это просто, ну, чисто человеческие какие-то качества должны быть. Просто Мгм. какая-то, ну, как это правильно сказать? То есть это просто, если мужчина меня любит, и он обо мне не заботится, как я могу в будущем на него положиться? Это еще нет детей. Это еще нет детей, а когда дети будут? То есть если он в таких мелочах уже себя не проявляет, всего хорошего, до свидания. Все, Мгм. здесь даже я просто скажу, слушай, я понимаю, мне то-то, то-то, то-то неприятно, я не вижу тебя в будущем своим мужем. Я поняла, что ты ненадежный. То есть в этом даже можно отследить ненадежность своего мужчины. Он уже по таким критериям ненадежен для меня. Мгм. Просто, ну, как бы я сказала бы, проговорила, вот какие мне моменты неприятны, чтобы это во мне не сидело, и чтобы человек по-взрослому понимал, как он ко мне некрасиво отнесся, да, Да. неуважительно, чтобы он тоже об этом знал. Может быть, он какие-то выводы сделает все-таки и поймет, что так неправильно, да. Если у тебя нет чувств, ну все, блин, расставайся. Зачем себя мучить? Ну, Ты конечно. прежде всего как бы свое время тратишь. Ты настолько себя не уважаешь и не ценишь, что ты просто тянешь свое время. Но это тоже Мгм. говорит о том, как к себе человек относится. Мгм. Вот, поэтому делай выводы. Отлично. Скажи, пожалуйста, топ-3 ред флаг у тебя в отношениях, твоих отношениях? Топ-3, вот вообще стоп, все нахуй сразу, до свидания. Контроль. Так. М, Спрашивать, сколько я зарабатываю. То есть, если спросил просто в начале знакомства или В начале, будущего в в начале, отношениях? в начале. Но в целом, Окей. когда мужчина хорошо зарабатывает, сколько вот по статистике, так как мы работаем с мужчинами, я же Мгм. интересуюсь, там А ты где, спрашиваю. прости, работаешь? Я работаю в барбере, в барбершопе, мастер мужского маникюра. Мужской салон, парикмахерская, по-моему, да? Все верно. На Усачева. Спортив. 26. Метро Записывайтесь. спортивное. Да. Реклама! Бесплатно я пока что. Ага, так. Вот. И те мужчины, которые достойно зарабатывают, их в целом не интересует. Просто они единственно могут спросить, а хватает ли тебе денег? То есть надо, то есть и то, Очень мудро. да, и Очень то мудро. единственное, даже не единственное, а во-вторых, они могут даже не спрашивать, а просто давать свои деньги на усмотрение и спрашивать, а достаточно тебе или еще подкинуть? Если нужно Мгм. будет, я еще дам. Мгм. Понимаешь? Так, контроль спрашивает, Сколько сколько ты зарабатываю. зарабатываешь. И третье. И третье, для него совершенно нормально, если женщина будет работать. Прям Мгм. ебашить ради денег. Кошмар какой. Да. Для меня это прям вообще Кошмар. ред флаг. Даже это я поставлю на первое место.
Сколько должна женщина работать с успешным мужчиной? И вообще должна ли работать или заниматься Мгм. своим любимым делом? Ну так вот, как ты считаешь? Я считаю так, А что если она хочет ебашить? Если вот у него мужик адекватный, зарабатывает, все заебись, но он говорит: "Бля, ебашить хочу. Я ну пусть привыкла, я на ебашит. маму смотрела, бля". Ну пусть ебашит, но это ее право, То понимаешь? есть Если нормально. нет, смотрите, я не говорю, чтобы женщина не ебашила, не работала и тому подобное. У каждого свой выбор. Но как я вижу свою семью, я вижу, да, что как бы у меня есть выбор, работать или не работать. Я принимаю это решение. Да. И, соответственно, я сама не представляю, как я в декрете буду прям полноценно сидеть. Я себя не представляю в декрете. Я не представляю то, что я буду за плитой стоять. Мгм. Я вижу себя так, что я реализую себя как личность, которая просто хочет реализовываться, понимаешь, не ради денег. Если это перерастет что-то в крупное масштабное, окей, я вижу себя то, что я готова, то есть то, что я тоже создана для какого-то масштаба. Мгм. А, то есть я не отрицаю, то есть реализацию. И наоборот, девушки, я за то, чтобы девушке реализовываться. Но опять-таки не ради денег, а ради своих каких-то вот этих женских моментов, творчества, чтобы ты сама горела. Потому что если у тебя будет дом, быт, дети и муж, да, то девушки быстро угасают. Но опять-таки, помимо реализации работы и тому подобное, куча всего есть, как может женщина реализовываться, помимо быта. То есть здесь уже опять-таки, ну, я свято верю, что а, работающая женщина ради денег, она не будет сексуальной, она не будет женственной, в ней не будет столько энергии. Она будет, вот если взять меня конкретно, почему я такая красивая, молодая, женственная, сексуальная, потому что у меня нет мужа и детей, потому что у меня есть время на себя. У меня есть время, когда я могу наполниться, да, поэтому я могу спать до обеда, до вечера. То есть у меня нет никаких обязанностей. У меня есть обязанности только перед собой. Но если мы говорим про женщину, которая в семье, да, у нее есть определенные обязанности, и она при этом работает, ну, она будет 100% с лишним весом. По-любому она будет с яйцами большими, да, такими, и, ну, как есть, да, и при этом мужчина ее не будет хотеть. Ну, ты как думаешь? Ты как Я думаю, чувствуешь? так. Да, да, Я против, чтобы женщины ебашили, если честно. Я за развитие, за да. личностный рост, да, но против, чтобы ебашили, потому что мне самому не по себе. И чтобы Мгм, подытожить наш прекрасный подкаст, я считаю, такой последний вопрос. Дай совет или совет вряд ли, дай мгм, рекомендацию молодым девчонкам, ну, не совсем юным, да, но молодым девчонкам, мгм, в общем-то, вот, по критериям выбора мужчины, в общем, ну, мгм, какую-нибудь рекомендацию вот в поле вообще выбора мужчины, отношений и так далее. Ну, такую легкую, поверхностную. мгм. Как не въебаться просто туда, куда не надо. Ну, первое, не быть продажными, не быть дешевыми. Что это означает? Если вам мужчина не нравится, не надо думать о какой-либо выгоде, потому что это всегда про то, что это будет в ущерб вам и как минимум вашему психологическому и ментальному здоровью. Во-вторых, не соглашаться на меньшее, да, не спать просто, потому что ваше тело это не просто тело, это ваш храм. Нужно к нему уважительно относиться, да. Да, понятное дело, что там все хотят ебаться, да, и организм это просит. Ничего в этом страшного нет, но нужно понимать свою ценность, что вы не просто тело, вы гораздо больше, чем это тело. В-третьих, то есть второе, я сказала, не соглашаться на меньше, и третье развиваться. Какой у тебя вопрос был связан с тем, что а что я могу дать, да? Мгм. То, что я не ищу и не жду спасателя, что я свою жизнь создаю сама, понимаешь? А это я не живу в состоянии нужды, и поэтому в этом плане мужчине моему очень повезет, потому что я знаю ценность всему, в том числе и деньгам. И это не говорит о том, что он будет на мне экономить, а о том, что я по достоинству оценю его, так скажем, м, его поступки и его реализацию. Ну, то есть все его качества я по достоинству оценю, потому что я это все сама проходила и прохожу до сих пор. Мгм. Вот. То есть по итогу, еще раз первое. Первое, так,
Сейчас я уже Н- забыла. Не быть дешевыми, не быть продажными, это первое. Да, не Второе, не соглашаться. соглашаться на меньшее. В-третьих, Развиваться. развиваться. Да, Мгм, верить, видеть свой потенциал и идти в него. Не мгм. ждать спасателя. Вот. Спасибо. И тебе спасибо. Спасибо. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. А, С нами была прекрасная Алия и я, Вячеслав. С вами был Ровный блог. Всего доброго и до свидания. Браво.